Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на моем канале Viking Life. И снова с вами я, Сергей Гуд. И сегодня я в окружении вот этих маленьких деток. У нас сегодня посадка детского сада. А это у меня в руках маленькие гранатики. И эти гранатики вырастил никто иной, как Аллочка, которая снимает данное видео. Поэтому уже наступила осень. Они у нас весь год, фактически все лето, были в этих горшках. Вначале в маленьких, в больших, теперь уже в таких больших горшках. И наступил момент, когда их уже нужно пересадить в грунт. Но мы не определились с местом, где мы будем сажать. И поэтому у нас такое называемое место будет детский сад. Кроме гранатиков у нас есть еще инжирики и есть еще хибискус сирийский. Тоже нужно посадить. Поэтому сегодня мы сажаем детский сад! Мы долго искали место, где же нам его лучше посадить. И лучшего места на грядке с виноградом, где у нас будет лоза, мы просто-напросто не нашли. А почему? А потому что земля уже перекопана, подготовлена. И там, кроме винограда, расти ничего не будет. Но так как больше мы винограда столового сажать не будем уже, только потом, на будущий год уже, к осени, да, весной никаких посадок не будет, вот эти вот гранатики очень спокойно могут подождать своей участи, пересадки до следующей осени. Вот. И здесь у нас, где грядки, не знаю, виноградник, мы нашли одно место. Это у нас вторая шпалера будет, где у нас среднего срока созревания. Она посажена чуть больше, чем наполовину. И вот оставшийся ряд пустой мы сейчас подготовим для посадки детского сада. Итак, сажаем детский сад. Итак, это наш детский сад. Значит, 4 дерева граната, которые мы будем сажать. Листики уже желтеют. Гранат мы получили, саженцы, даже не саженцы, а веточки привезли с Крыма от наших знакомых. Большое им спасибо. Вот. И Аллочка следила за этими саженцами. Вначале они в банке были закрыты, прорастали корешочки, пускали первые листочки. В общем, была целая эпопея. Вот летом мы ничего не пересаживали их никуда. Вот. Ну и сейчас, вот видите, уже где-то по полметра, где-то поменьше. Вот такие у нас 4 граната. А следующее, что мы сажаем, это у нас выращенные, как говорится, нашими руками саженцы инжира. Один из них белый, один из них черный или синий. Я уже не помню, где какой. Как говорят, результат будет виден только тогда, когда мы соберем первый урожай. Но тем не менее, тоже это все вырастила Аллочка из саженцев, из веточек, чебуков таких вот. Ну вот, скажем, это такой ярко-зеленый, а это такой бледный. Может, ему что-то не нравилось, а может, он и от сорта такого. Ну вот, какой есть, такой есть. Потом еще у нас есть хибискус сирийский. И это выращено вообще из семечки. Мы ездили в Анапу, собрали там семечки. Вот, очень понравился Аллочке вот этот сирийский хибискус. Вот, и вот вырастили таких вот 3 саженца. Вот, еще у нас есть, к сожалению, неудачка такая, актинидия, которая пересохла. Вот, и, в общем-то, не знаем, что получится. Будет силы, вырастет она, вырастет. Это было куплено, вот она, написано спирея, но вообще-то актинидия это, да. Это в магазине было куплено. Самый неудачный у нас такой вот саженец. И есть у нас Борис Тунберга. Очень понравился он Аллочке. Вот уже с такими ягодками. Кстати, ягодки можно использовать, наверное, для плова. Тоже его нужно возле дома садить, но так как у нас там стройка, пока не закончено строительство, мы возле дома сажать не будем. Потом, конечно, все это пересадим. Ну и, как всегда, рядом с нами Орса, он же Арсений, он же барин. А нос у него такой грязный, потому что он свою игрушку закапывает. В этот раз он закопал пустую бутылку. Арсений, Орса, что ты там делаешь?
он всегда рядом контролирует работу. Вроде бы лежит просто, на самом деле он следит за мной. Ну, за Аллочкой тоже. Вот. Так что раз, два, три, четыре у нас граната. Раз, два, три у нас хибискус. Раз, два у нас инжир. И по разику у нас актинидия с барбарисиком. Вот это все сейчас будем сажать. Это не Дедушка Мороз. Это Аллочка принесла шелуху рисовую, чтобы просыпать. Помощница моя хорошая. Без спроса. Спасибо тебе, Аллочка, помощница. Орошаешь землю. Тык-дык. Но благодаря помощи Аллочки, доставленной ей рисовой шелухой, я просыпал место для детского садика. Скажу, что, конечно, большая разница, когда есть просыпка шелухой или нету. Копается, конечно, когда земля просыпана шелухой, легче, рыхлее. И что я заметил, в том месте больше земляных червяков. Вот здесь я прокапывал, и шелухи здесь не было, и червяков было мало. Это, кстати, игрушка Арсения. То он ее найдет, потом закопает, потом я откопаю, дам ему опять играться. Вот. Ну что, работаем дальше. Вчера допоздна работал. И так получилось, что солнце у нас быстро уходит за бугор, становится темно. И я не успел посадить наш детский садик. Сегодня замечательный день, и сегодня будет продолжение нашей посадки. Это детский садик. Земля уже подготовлена. Я еще раз ее перекопал, просыпал еще раз рисовой шелухой. И мне осталось просто сделать ямки. Кстати, грядут заморозки, похолодания. Через неделю обещают уже до -2, -3 градусов, это ночью. Ну а днем температура будет повышаться не выше 7-8 градусов. И следующий этап, который нужно будет делать, извините, это утепление экзотики, утепление мушмулы, граната и остальных веселых тропических растений. Арсений, как всегда, уже следит за ситуацией на участке. Детский садик готов к посадке. Это Аллочкин подарок, то, что она нам принесла шелуху, навоз перегной, в смысле немножечко золы, и земля уже полностью подготовлена. Осталось только разметить расстояние между саженцами и выкопать ямочки. В этом нам поможет шагометр метровый, столбики. Все, работаем. Прошло каких-то полчаса, не больше. И 10 ямок для детского садика выкопаны. Как я уже говорил, в земле, просыпанной рисовой шелухой, замечательно копать. Она мягкая, как пух. И копается легко. И земля кислородом насыщается. И одно удовольствие получаешь. Но для этого, конечно, нужно было до этого попотеть. Так, ямочки готовы. Солнышко вышло из-за туч. И это только мне помогает в работе. Ну что, переходим к следующему этапу. Вроде простое дело. Просто посадить дерево. Но оказывается, все очень много зависит от того, как ты сделаешь первый шаг. И может быть простому обывателю это непонятно, но вот я теперь понимаю, что все, что ты заложишь в самом начале посадки растения или саженца или дерева, как ты подготовишь землю, что ты внесешь туда, какие подкормки, от этого всего и зависит дальнейший рост этого дерева. Я в свое время занимался аквариумистикой и надеюсь, что я здесь в Молдаванском тоже займусь аквариумистикой. Так там все очень просто. Если в первые этапы выращивания малька, аквариумной рыбы ты не дашь мощного питания, то есть подкормку, хороший корм, то и рыба у тебя будет мелкая. И это факт.
То же самое и с растениями. Если просто посадить семечку в пустую землю или растение, или то же самое саженец, да, то ничего ждать хорошего от этого не будет. Поэтому не надо экономить на навозе, на перегное, на минеральных веществах. Все это нужно добавлять, потому что от этого будет зависеть, насколько успешно у вас будет результат, насколько здоровое будет у вас дерево и насколько большие у вас будут плоды. И самое главное, чтобы они были вкусными. Поэтому на этом экономить не надо. Ну, вы поняли, да, что это? Проверка работы. Ямки-то выкопаны, да, а растению нужно проверить, насколько она хорошо выкопана. Ну, проверка состоялась, можно копать дальше. Ну что, я вношу перегной, и растения у нас будут замечательные. Все ямочки выкопаны, осталась мелочь. Продолжаем. Ну вот последнюю минеральную добавку в виде золы я уже внес в лунки. И для того, чтобы... Я уже не помню, где я это слышал. Нужно делать в лунке пироги, так называемые. Один слой земля, второй слой земля. Ну вот у меня был перегной внесен. Я просыпал земелькой с шелухой. И вот сейчас тоже засыпал золу. И чтобы корни напрямую не соприкасались с золой, сверху присыпал последним слоем земельки, чернозем, опять же таки с шелухой. Вот. И это последний этап, и потом мы начинаем уже сажать детский сад. Вот так будет выглядеть наш детский сад. Они ждут своей участи. Ямочки готовы. Саженцы тоже в предвкушении, что их сейчас пересадят уже в большой земельный горшок. Все добавки, что я хотел, я внес. Потом мы поставим здесь ограждение и на зиму всю эту красоту укроем. Хибискус сирийский, гранат, 2 инжира, барбарис. А на барбарисе есть ягодки, которые можно ложить в шашлык, между прочим. Вот вам и ягодки барбариса. Ну что, ребята, сажаем дальше. Инжир.
давай. Неизвестно, вырастет или нет. Актимидия лакомка. Для нее как-то мы даже... Какая-то лакомка. Как? Актимидия лакомка. Какая лакомка? Какая? Лакомка. Лакомка. А, лакомка! Актимидия лакомка, она же лакомка. Не тряси камеру. Была немножко пересушена в нашем доме. Мы забыли про нее. Сначала. Актимидия лакомка, она же лакомка. Мы ее забыли поливать одно время, она у нас подсохла, листики сбросила, а может быть так уже положено, все-таки осень. Вот, и ямочку для нее не выкопали. Посадим здесь между барбарисом и инжиром, чтобы ей было хорошо. Выживет, значит хорошо, не выживет, ну такая у нее судьба. Сережа, посмотри, что он делает. Что такое? Он говорит, пиздец, он откопал его. Это что такое, а? Это был виноград Виктор. Палец убери. Это был виноград Виктор, который ждал своей участи пересадки в этом ряду. И Арсений, как собака, грызущая палочки, нашла его и сгрызла ему черенок. Ну хана тебе, Арсений. Понял? Не будешь кушать виноград. Засранец. Вот здесь он был прикопан. А тот взял. Все. Так вот сразу было, кстати, не упал. Ты что это сделал? Ну, виноград сгрыз. Виктор. Бедный Виктор. Юрик. Бедный Юрик. Кто молодец? Я молодец. Алла молодец. А Урса не молодец. Все. Эпопея с посадкой детского сада завершилась. Вот так выглядит наш детский садик. 4 гранатика. Хибискус сирийский. 2 инжира. 1 черный, 1 белый. И барбарис. И между инжиром и барбарисом актимидия затесалась. Сегодня на улице прохладно. 8 градусов. И скорее всего уже скоро надо будет укрывать экзотические деревья. А это он самый Орса, который сгрыз саженец винограда Виктор. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим сегодня рассказ о посадке детского садика. 10 ноября. Осень. И вот наш урожай. Последний урожай орешек набирали. Ну и яблочки. Сорт называется Семеренко. Чем-то похож на Антоновку, но очень сочный и хранится до весны. Это с нашей яблони. Вот такие у нас яблочки. Сочные, не опрысканы ничем, без химии. Вот такие. Это последние яблони,
которые мы собрали. Но это еще не все. На улице 10 ноября, а у нас клубника цветет. Конечно, она уже не вызреет. Но клубника есть. Если поскрести где-то, можно найти. Вот видите, цветет. Тепло у нас тут. Зелененькая клубника. Ну вот, не знаю, к Новому году созреет или нет, но вот такая клубника. Это Олимпия. И он еще цветет. Видите? Цветет. А еще 10 ноября у нас растут перцы. Еще 10 ноября у нас острые перчики растут. Вот такие острые перчики. А вот нам угостили 10 числа сегодня, видишь? А это малина 10 ноября. Да, так что... А еще 10 ноября у нас есть помидоры. Они, конечно, уже не так выглядят, как бы это было летом, но тем не менее они есть. А некоторые огурчики пытаются еще цвести и нас радовать. Но уже холодно будет. Вряд ли что вызреет. Аллочка последний урожай уже собрала огурцов. Если кто помнит, то был такой ролик у меня, когда я залез на дерево абрикос на высоту 6-7 метров и снимал абрикосы оттуда. И мне говорили, куда ж ты лезешь? В твоем-то возрасте уже мало ли упадешь еще. Но вот в итоге я спилил этот абрикос. Это высокое дерево. Сейчас оно лежит возле дома. И Аллочка делает такую тяжелую работу, как обрезает веточки. Опять же таки, у нас хороший секатор фирмы Гардена. Просто зверь-машина. И Аллочка работает просто как машина. Чик и нету, чик и нету. Потом мы это все сожгем, а хорошие палочки будем использовать в хозяйстве. Подвязывать деревца и отмечать кусточки, где у нас кустики. Ну а тут еще у нас дровишки будут для копчения. Вот, так что мы это дерево обрезали. Притом сказали, что абрикос дает раз в 5 лет урожай. Но раз в 5 лет как-то нас не устраивает. Поэтому потом мы его возьмем и ковырнем полностью. Плюс еще дом смотрится лучше, листьев будет меньше, водосток попадать. И вот эти деревья, которые наверху, там тоже подрежем. Что? Что это такое? Грызешь палочки? Дай палочку. Дай. Игрушка у нас такая. Хорошие игрушки покупать не надо. Всегда на огороде свеженькие. Да, Урсик?